Домой. Жень, что ты на меня смотришь, а? Здесь ничего. Тома — это не миф, это маф. Ленин — это маф. Малая архитектурная форма. Понимаешь? Они ее снесли и думают, все, декоммунизация закончена. А кто будет сносить эти здания советские? Кто будет сносить эти переходы неудобные? Реактивные системы ГРАД. Еще не слышал? Град – это как Сталинград? Да, только на колесах. ГРАД — это и есть декоммунизация. Это твоя радикальная урбанистика. На Донбассе сепаратисты, как в Киеве хипстеры, разгружают города. Только как-то по-своему. А олигархи с обеих сторон пилят бюджеты. А как же твоя внешняя угроза? А у денег нет национальности. Только долларовый эквивалент. Я в эту зону не в первый раз. Я знаю эти схемы. А ты про что будешь снимать? Ты про коррупцию снимай. Еще 10 лет назад Донбасс был индустриальным центром Восточной Европы. А сейчас что? 21 век на дворе. Где-то клонируют человеческое сердце, а у нас копанки роют. Ты знаешь, что такое копанки? Это крах всего модерна на примере одной конкретно взятой страны. А кто крышует эти копанки? Кто ренту снимает? Все те же. Практики. Только осмысленные практики способны спасти модерн. Грамши еще в 20-х годах предупреждал. Нельзя заигрывать с реакцией. Война не закончится. Потому что она выгодна сейчас всем. Война закончится, и мы знаем как. Только вот никакого плана Маршалла для Донбасса не будет. А как вы думаете, кто победит? Но не об этом надо думать. Неважно, кто победит. Там города разрушены, ты понимаешь? Их нужно восстанавливать. А кто это будет делать? А я тебе скажу, кто. Те люди, которые сейчас молча убирают у себя во дворах. Те люди, которые строят приюты для собак в то время, когда в их городах идет бомбежка. Ты знаешь, что такое план разбитых окон? Слушайте, а вам это все еще не надоело? Вы львы, орлы и куропатки. Да если бы львы, все же куропатки. Вы же безопасны, потому что бесполезны. Вы только можете что есть, пить и говорить. Говорить, говорить. Вот ты, Жень, что ты из себя левого лепишь? Ты идеологию меняешь, как пиджаки. Сегодня ты урбанист, завтра зеленый активист, а вчера Уолл-стрит оккупировал. Один пиджак твой стоит столько, сколько Денису за 2 месяца не настрочить. Ну, хочешь, я отдам его ему. Ну а ты, Корнышев, что? Все за правду борешься? Кто где сколько украл? В своей конуре сидишь, буковки злые строчишь. Перестань. А ты когда перестанешь? Учишь, ножками сучишь. Ты какой хочешь быть, правой или счастливой? Левой. Твой Грамши перед тем, как тетради марать, дело делал, понимаешь? Дело. А ты высохнешь до следующей революции. А когда она случится, ее не заметишь. Революция сама не случится. Она с тобой не случится. В заявках на грантиков, в обломбированном вагоне с твоими дебилами. Свобода. Прямо свобода на баррикадах. Очень быстро. Простите, я не понимаю. А тебе и не нужно. Такое ощущение, как будто ту неделю, которую Марк водил тебя по Киеву, ты хоть что-то понимал. Картинка есть, лица мелькают. И слава богу. Потом наговоришь стендапчик. Группа левой молодежи сопровождала меня в джунгли войны. Было очень страшно, но санитары подоспели вовремя. А чем тебе Тома не угодил? Да раньше Дениска в Украину за секс-туризмом приезжали, а сегодня на политические сафари посмотреть. Тома, ты кого ищешь? Редкий политический организм? Тише, Марка разбудишь. Вот он, наш организм. Большая мудрая рыба. Большую часть времени проводит во сне, переваривая чужие мысли. На Гранитной спал, на первом Майдане спал, на втором. И на тебе, Алена, спал. Ведь спал? Старик Красовский нас заметил и в гроб сходя благословил. Я курить пошла. Да там не пускают сейчас. Черт. Я недавно книжку читала про Робинзона. Он пошел в лес, нашел там свиное болото. Лежал там 3 дня, галлюцинации ловил, пока не вспомнил, что он человек. А мы когда вспомним? Когда мы что-то делать будем? Вроде все умные, глаза горят. Все понимаем, все знаем. Но только умеем, что в болоте пузыри пускать.
когда будем что-то делать?